Скорпионы, приветствую вас. Меня зовут Ева Лехцер, вы на моем канале. И для вас я снимаю ваш второй прогноз на октябрь 2023 года. Мы с вами посмотрим, проанализируем предстоящие события, а также сделаем акцент на тех вещах, которые вам необходимо запланировать, чтобы этот месяц для вас прошел максимально продуктивно. Итак, мы с вами приступаем. Общая энергия месяца. Что вас ожидает в плане работы, финансов, здоровья, личной жизни и совет от карт. Арканы перед вами. Приступаем. Общая энергия месяца у вас падает аркан Дурак. Это легкость, это новшество, это новаторство. Для кого-то это будет отпуск, путешествие, поездка, переезд, смена места жительства. Для кого-то это начало новых проектов, новых начинаний, обучения. А для кого-то полный акцент на детей, внуков, может быть, ваших племянников, потому что здесь заняться и вопросами их образования, и какой-то поддержки, потому что здесь сконцентрироваться на их вопросах, проблемах и задачах. Естественно, аркан у нас разноплановый, может говорить о ситуациях в разных сферах жизни, поэтому мы дотянем, о чем же здесь конкретно идет речь. И у нас здесь падает Дурак и девятка чаш. Это новая увлеченность, потому что по этим картам это новое хобби, которое вам приносит радость, это новые отношения, потому что девятка чаш — это погрузиться в эти процессы. И в целом это отдых, который вас наполняет, дарит радость, воодушевление. Ну и, конечно же, если смотреть по этим арканам, это, знаете, как преподносит ваше настроение. Если смотреть вопросы работы, бизнеса, заработка в целом, у вас здесь падает аркан влюбленные. Карта, которая говорит, что вы можете как стоять на пороге выбора, то есть начинать новые проекты или нет. Опять же, стоит ли с кем-то в кооперации начинать что-либо. И это карта поддержки, помощи, реализации ваших самых заветных целей и идей. Будем смотреть, как раскроется этот аркан для каждого из вас. Проанализируем в первую очередь ситуацию для тех, кто у нас сейчас не работает и работать не может. Влюбленные и пятерка чаш говорит о ситуации, что у вас нет новых источников заработка или возможности зарабатывать. Вы здесь будете на попечении второй половины. В чем-то вас это, конечно, может огорчать, потому что бьет по вашей самооценке. Но, тем не менее, все ваши базовые потребности закрыты, и все здесь в порядке. Единственное, что это вы сами себя здесь накручиваете в этой ситуации, что, может быть, на что-то не способны или нет возможности реализовать ваш потенциал. Поэтому будете грузиться на этих моментах. Если вы у нас соискатель, то влюбленные семерка жезлов — это отстаивать свои интересы, отстаивать себя в конкурентной борьбе, добиваться компромисса, добиваться контактов с работодателями, чтобы вам пошли навстречу, в чем-то там помогли. То есть если даже у вас нет опыта, каких-то навыков, знаний, то есть знаете, как, что вы докажете своей работой, что вы достойны данной должности. И на вопрос, если смотреть в целом, будет ли у вас здесь трудоустройство, восьмерка жезлов говорит, что да, это добиться результатов. Если смотреть ситуацию для тех, кто у нас является наемным сотрудником, что здесь проходит? Здесь по влюбленным и четверке монет это стабильная ситуация. Все, что вам могут предложить, это как одновременно возглавить две должности, две вакансии или выполнять работу за себя и за вашего напарника. Ну, допустим, если человек ушел в отпуск или заболел. Конечно же, это будет отражаться на вашей стабильности. В каком плане? Да, время, деньги, вам не будет хватать времени там на личную жизнь, на какие-то иные вопросы, но это будет хорошо оплачиваться. Если смотреть ситуацию для тех, кто у нас владеет собственным бизнесом, то влюбленный и четверка мечей — это, знаете, как временно уйти на покой. Это как кому-то делегировать это дело и отдохнуть. Почему? Потому что здесь, если смотреть на колоды, падает карта Луна. Это желание временно отойти от дел, может быть, на какой-то период этого месяца или в целом на месяц, чтобы восстановить свои ресурсы, свое состояние. Просто отдохнуть, наполниться и восстановиться. Если смотреть финансовую сторону вопроса, по тройке монет, ну, все соразмерно тому, сколько усилий вы приложили, столько денег вы заработали. Потому что тройка монет — это оттачивание вашего мастерства, это действительно продуктивный цикл. Деньги здесь приходят, может быть, не в тех объемах, как вы на то рассчитывали, но здесь по финансам все в порядке.
Состояние здоровья. Колесница. По колеснице обращаем внимание на вопросы опорно-двигательного аппарата. В частности, все, что связано у вас с суставами, со связками, сухожилиями, в особенности, если вы либо занимаетесь экстремальными видами спорта, либо если вы профессиональный спортсмен, чтобы здесь не было чрезмерной нагрузки. Потому что, как показывают арканы, можете себя довести до каких-то проблем, связанных с этими вещами. В частности, по королю чаш. И колесницы в связке – это проблемы менисков. Поэтому, если у кого-то это, скажем так, уязвимая точка, то будьте здесь, пожалуйста, начеку. Смотрим вопросы личной жизни. Здесь у нас ложится аркан 5 жезлов. Борьба. За что же здесь вы будете бороться и что будете отстаивать? Давайте посмотрим. Для тех, кто у нас свободен. По аркану повешенный. Здесь изменение ситуации. Здесь попытки поменять свое мировоззрение, потому что вы понимаете, что основная проблема, если вы не можете подобрать себе партнера или партнершу, это такая ваша жизненная позиция. Я у мамы бубочка. Вот просто посмотрите на этого мальчика. Это когда вы понимаете, что вы самый лучший в мире, самый замечательный, самый любимый, и как следствие вы не соглашаетесь здесь на меньшее. И когда в вашем окружении появляются люди, которые не видят вашей уникальности, конечно, вам проблематично построить эти взаимоотношения. Аркан повешенный как раз здесь говорит и о пересмотре ценностей в принципе и о каких-то внутренних блоках, которые вам необходимо проработать. То есть это внутренняя борьба с самим собой или самой собой, которые направлены на достижение цели и результата, изменение своего мировоззрения, и как следствие будет меняться ситуация вокруг вас, и поменяется она и в личной жизни. Если смотреть акцент для тех, кто у нас в любовных треугольниках, то здесь будет разрыв. Видите, тройка мечей – это карта конфликта, накала страстей. Почему? Потому что вы устали бороться за внимание вашего партнера или партнерши, бороться за эти отношения. Вы не видите отдачи. Это, знаете, ситуация, как все в холостую, как будто вы стучитесь в закрытые двери. И, безусловно, вас такое положение вещей утомляет, поэтому вы не хотите попусту растрачивать свое время, силы и ресурсы. Если же вы в стабильных союзах, по аркану звезда, это знаете, кто в доме хозяин или кто в доме звезда, бороться за пальму первенства, за значимость, кто в паре там больше или лучше делает, или кто тут, я не знаю, впереди планеты всей. Но, конечно же, еще это такой момент, если ваш партнер или партнерша медийный, то бороться с негативной стороной медийной жизни. То есть это какие-то споры, конфликты, непонимания, но тем не менее здесь ничего серьезного нет. Почему? Потому что дно колоды шестерка монет. Это прийти к взаимопониманию, это прийти к какому-то балансу в отношениях. То есть у вас здесь будет восстановлены вот это, знаете, баланс брать-давать, энергоотдачи по отношению друг к другу. Если смотреть рекомендации на месяц, у вас здесь ложится королева жезлов. Аркан, который, конечно же, говорит о взаимодействии женщины огненной стихии, овен, лев или стрелец, указывает на какую-то помощь, поддержку, протекцию с ее стороны. Если же брать в целом как характеристику ситуации, всего происходящего в течение этого месяца, то это как ваши амбиции, которые вас заставляют стремиться к большему, к лучшему, знаете, как к лучшему качеству жизни, стремиться к получению более высокого знания или более высоким заработкам, потому что вы ставите перед собой высокую планку. Конечно же, посмотрим с вами неожиданность этого периода. Что здесь будет по факту? Мужчина, письмо и башня. И дно колоды у вас падает карта ключ. Это ключевое решение проблемы. С чем оно связано? Мужчина, письмо, башня – это как решить какие-то вопросы через мужчину, знакомого, друга. Причем, видите, в госструктурах, потому что письмо, башня – это получение справки, лицензии, документа, которого у вас не было, который для вас является ключевым, то есть решить эту проблему. Может быть, для кого-то восстановление документов или для кого-то получение, то есть будет кто-то вам способствовать в получении какого-то пакета документов. Еще там вид на жительство или вопросы гражданства, потому что если смотреть, это кто-то как за вас будет хлопотать в госструктурах и решать эти проблемы. Ну и на вопрос, конечно же, решит ли этот вопрос и человек, да, однозначно решит. Поэтому здесь можете не переживать, у вас прекрасные арканы. Я, в свою очередь, закрою вам расклад
позитивными картами, чтобы у вас здесь все было только со знаком плюс. Вы же, пожалуйста, по прошествии периода дайте знать, напишите, как у вас информация отыгрывается по факту, какие перемены у вас произойдут в рамках этого месяца. Будет интересно почитать ваши комментарии. Благодарю вас за взаимодействие, за ваши лайки, донаты, подписки. Если вы еще не подписаны на канал, обязательно это сделайте, и вы будете в курсе всех видео, которые меняют вашу жизнь в лучшую сторону.